Спасибо, я хочу почтить тебя, пастор Алексей. Because you have worked hard, sometimes feeling all alone, without spiritual fathers, and so I want to say, forgive me for not coming back and just standing beside you, my brother, and I love you. Okay? Иногда пришлось работать одному, без духовного отца, поэтому даже прошу прощения, что рядом не было меня. Not that I was his spiritual father, but I'm his brother. Не то, чтобы я его духовный отец, но я его брат. We honor each other. И мы почитаем друг друга. Okay, this is a man of God. Это Божий человек. I stand with him. I love him. Я стою вместе с ним, I я think люблю he его. is strong in the Lord. Я думаю, что он силен в Боге. And that God is going to use him to reach this city in a very unusual and very powerful way. И Бог будет его использовать, чтобы достигать этот город очень необычным и сильным образом. But he cannot do it without the leaders that are gathered in this room. Но он не сможет это сделать, если не будет лидеров, которые собрались здесь. Amen. So you have to do your part as well. Поэтому вам придется свою часть также исполнить. Amen. I'm going to do something unusual, something that I do not usually do for leadership seminars. Я сегодня буду делать что-то необычное, то, что я практически никогда не делал на лидерских семинарах. But I think that the truth that you discover for yourself is always more valuable than the truth that somebody teaches you. Вы знаете, я уверен в том, что истину, которую вы сами обнаружили, она более ценна, чем та истина, которой вы научились от кого-то. All right, and I want you to get a revelation. Поэтому я вам буду давать откровения. Okay, I want you to receive that revelation. И я хочу, чтобы вы приняли эти откровения. Okay, I can teach you something. Я, конечно, могу научить вас чему-то. But I cannot give you revelation. Но я не могу дать вам откровение. That has to come from God. Это должно прийти от Бога. And it has to come from your experience. И это должно прийти из вашего личного опыта. All right, so we're going to play a little game. Поэтому мы сейчас поиграем с вами в маленькую игру. Hallelujah. I need some volunteers. И мне нужны добровольцы. Very specific volunteers. Особенные, специфические такие. First of all, I need 3 добровольцы. people who came to this meeting with a scarf. Мне нужен 3 человека, которые пришли сюда с шарфом. If you don't have it in this room, go and get it and bring it back. Если шарфа у вас сегодня нет, вы можете зайти и взять его и принести сюда. All right. So if you have a scarf, Поэтому, если у вас есть шарф, okay, you're going to have to take it off. придется его снять Okay, and you have to come forward. и выйти сюда вперед. Хорошо. Хорошо, 3 человека. 1, 2. 1, 2, так, еще один. One more. Okay. Окей, подождем. Okay. Secondly, Во-вторых, I need 3 people who have pen and paper and are very good students. и во-вторых, 3. мне нужно еще 3 человека, у которых есть с собой конспект и ручка. Это очень хорошие студенты. Okay, if you think I'm a good student, Если вы считаете, я хороший студент, I always come with my pen and my я paper. всегда прихожу с ручкой и с бумагой. Так. Okay, then I need you to come И forward. поэтому вы 3 тоже выйдите вперед сюда. The third group, I see 1. Так, вижу 1. Okay, oh, you're going to... Ага, у тебя шарф. Да? 1, 2, paper. Так, бумага есть? I need somebody else who Еще 3. is a good student. Хороший Pen студент. and Кто еще paper. 3? Кто еще забыл выйти? Ручка бумага должна быть. It's okay. Да? Ручка бумага. Да, вот он хороший студент. Скромный, но хороший. Хорошо. All right, good. Хорошо. Do I have 3 with paper? Так, 3 есть уже с бумагой? Лишнего, 2 уже. I only need 3. Мне только 3 надо. Извините. Извините. Нет, Андрей первый был, да? Okay, хорошо. Всё. Отлично. Now I need 3 people, Так, еще 3. and you think, maybe I have some leadership ability. I think I have some leadership ability. 3, которые про себя думают так. Ну, может быть, у меня есть какие-то лидерские задатки, качества. You think, yeah, Ну, может быть. есть Okay? такие. Don't be shy. Не стесняйтесь. Okay? Either God's called you as a leader or He has not called То you. есть называют вас лидером. Мы, может быть, не называют так. 3. 3. Хорошо. Хорошо. Отлично. Okay.
You ever notice how hard it is to get people to volunteer for things in the church? Вы теперь понимаете, насколько трудно найти добровольцев в церкви для чего бы то ни было? That's lesson number 1. Это уже урок номер 1 сам по себе. Hallelujah. Now, this is what we're... Oh, and I need one more thing. Так, еще from you, кое-что. Pastor Alexei. Так, для тебя, I пастор. want you to choose somebody who will be kind of like the director. Ага, among them? Among them, yes. Среди них нужно, Алексей, выбрать, директора какого-то, Кловис. No, not from among them. Не из них. Здесь нужно выбрать директора. Игорь Ежов. Пускай Игорь, директор можно? будет. Давай. Давай, пожалуйста. Okay. Praise God. Он и есть директор. Okay, now this is what we're going to do. Вот что мы будем делать. These people with the scarves are going to wrap it around their heads. Вот эти вот с шарфиками, вы их повяжете себе на голове, So that you cannot see. чтобы нельзя было видеть. То есть, невидимый. Завязать глаза, да. I don't want you to be able to see То есть вы не anything. должны будете вообще ничего видеть. And if you can see something, I want you to close your eyes. И если все-таки через шарфик проглядывает что-то, закройте глаза. Okay? This is very important. Это очень важно. All right? Now, where are my people with paper? Так, бумажные люди где? You're good students. Вы хороший студент. Okay? Так? You're going to be very observant. You're going to watch and listen. Вы очень хорошо умеете наблюдать и слушать. Okay? And then you're going to write down things that you think are important. Записывать вещи, которые для вас кажутся важными. All right? All right? I need one person with this lady, this young lady. Так, один человек вот здесь вот с I девушкой. need one person with this young lady. Вот с Викой, встань, Андрей. Так. And with this special young man, I И вот need... с этим особенным парнем кто-то еще сейчас Okay. встанет. All right. Так, Кловис, к нему Now. давай. All right, now I need my 3 leaders. Who are my 3 leaders? Так, где тут 3 лидера-то мои? Okay. He is a leader. Он лидер. Так. Вот ты за ним встал. Вот Всё. команда, хорошо. Вот уже есть команда, хорошо. Окей. Команда. Да, команда есть. Так. Так, Okay. все, команда есть. All right. This is what you're going to do. Вот что вам необходимо сделать. We're going to have fun in here while you guys trip over things but in here we're just going to talk. Но мы здесь будем говорить, у вас там радости и веселье сейчас. But this is what I want you to do. Вот что я хочу от вас. Игорь, Игорь, I want you to take them on a tour of this building. я хочу, чтобы ты провел здесь такой тур по этому зданию. Okay, just take them everywhere. То есть везде их там отвел. Maybe 5 minutes. 5 минут даю. Okay, but when you get as far away from this point as you can, Но твоя задача куда-то их далеко отвести, подальше от этого места. okay? See, Not from the building, inside the building. Внутри здания, далеко. right? When you get to the far corner, То есть, когда ты в дальний угол зайдешь, okay, I want the leader я хочу, чтобы лидер to take this and put it on himself. Взял вот этот шарф и на себя потом надел. Okay? Хорошо? And the person that had the blindfold on, scarf on, И человек, на котором был шарфик, he is going to lead the leader. он поведет лидера уже. Okay? All right, do you understand that? Поняли, да? Don't worry, you people with the paper don't have to put the blindfolds on. Не волнуйтесь, те, кто записывальщики, да, они не должны будут ничего надевать. You just have to watch, listen, and Вы write. должны просто смотреть, внимательно записывать все, что происходит. If you hear them say, ouch, Если они кричат «Ой!», you got to write that down. записываешь. Or if you hear them say, I don't know where I'm going, Или, допустим, человек говорит «Ой, я не знаю, куда идти», you need to write that down. записываешь это. Okay, хорошо. All right. Брат Игорь, если ты можешь, пожалуйста. Any questions maybe they have? Do they have to write down only for Нет, that не team? обязательно. Это, Игорь, ты слишком хороший лидер. Brother Mike, do they have to write only for their team? Or... Сейчас, секунду. Одну секунду. Игорь, Игорь, один минут. секундочку.
Okay, I can already tell he's too good of a leader. Я уже могу сказать, что он уже суперлидер. Okay. Хорошо. Okay, I don't want you to be so good. Не такой уж суперлидер. Погоди, пока. Okay, I want this guy Вот этот парень сейчас. to lead his personal person. Он лично своего должен повести. You're like the apostle. Ты как апостол, понимаешь? Okay. Okay. Now we'll let them take their trip. Итак, они сейчас совершают тур у нас. Можете, кстати, открыть окна, ребята, кто-нибудь организатор, ну, здесь жарко. And we'll wait. Мы подождем. Take your time, don't run. Не суетитесь и не торопитесь. Сейчас это, ну, дадим время. All right. I began by saying this, and this is very important. Я вот с чего начну, это очень важно. All right. The truth that you discover for yourself, Та истина, которую вы обнаружили сами для себя, okay, is always more valuable to you than the truth that somebody else teaches you. всегда более ценна для вас, чем та, которую вас научили. Because somebody can teach you something and say it again and again and again, and you will not understand. Потому что бывает, что учитель говорит снова и снова и снова, а вы не можете понять. All right, but Но when you discover that truth for yourself, когда вы лично сами для себя обнаружили истину, it becomes a revelation. это становится откровением. And this is why it is so important that the members of your church get involved in the ministry. И поэтому настолько это важно, чтобы члены вашей церкви были вовлечены в служение. You can teach them about ministry, Вы можете научить их о служении, but you cannot give them a revelation. но вы не сможете дать им откровение. To get the revelation of how to minister, they need to do that. Для того, чтобы они получили откровение о том, как служить, они сами должны начать служить. All right? Now here comes our Вот group. наша группа идет уже назад. Вроде Praise the живые. Lord. Nobody's injured, nobody went to the Никто не hospital. поранился, не надо вызывать скорую никому, нет? Praise the Lord. Слава Богу. Hallelujah. Аллилуйя. Okay, come on all the way to the Так, side. давайте, ребята, вот здесь вот встанем. Вот эту вот кафедру можно вот в сторонку пока поставить. Берите. Хорошо. Ребят, побыстрее, пошустрее. Давайте. Спасибо вам. Ага, спасибо, спасибо. All right. Let me tell you that these groups of people represent members of your congregation. И я вам сейчас объясню. Вот каждый из этих групп представляет членов вашей церкви. How many types of people do you think are represented here? Как вы считаете, сколько типов людей представлено здесь? Okay. How many Какие? types of people? Сколько типов людей здесь представлено? Один, два, Один, два, три, три. три, Три. Four, четыре, five. пять. Кто Кто больше? сказал четыре? Кто сказал 4? Окей. Кто пять? Кто 5? Окей. Хорошо. Хорошо. Okay. We'll find out in a minute. Но через минутку обнаружим. All right. Поймем. All right. The people that have, let's hear from the people that have the paper. Давайте сейчас послушаем наших, так сказать, летописцев. Let's hear what the observations are. Так, и послушаем, что они написали. You can take the blindfolds off. Можете снять, можете снять. Yeah. So let's hear from the people that took the observations. Когда выходили из зала, было одно «ай», когда споткнулись об ноги вот здесь. Вот. Вот. Потом, когда шли обратно, уже новый лидер говорил «так», видя препятствия впереди. Вот. И когда уже пришли сюда, увидев пюпитр сзади, новый лидер придержал его рукой и сказал «осторожно». Okay. All right. Good. Хорошо, отлично. All right. Побольше. У меня, я все записала, все фразы, не разбирая, когда они говорили их. Чудесно иду, когда я спросила, как. Все, мы пришли уже.
Стой, жди, кто поведет, обезглазили совсем. Все, можно идти. Слушайте, как необычно идти. Ой, одно было. Okay, okay. All right, and this gentleman. Снимаем шарфы. Кто нас записывает? Все. Не туго? Нет. Сейчас потуже сделаем. Ты видишь? Нет. Он все дословно записывает. Видишь? Нет? Все, поехали. Okay. All right, first let me identify the group of people that have the paper in their hands. Итак, давайте я вам представлю вот эту группу людей, у которых бумага с собой. Да, The people с that ручкой. walk around with paper in their hands, looking at everything, Люди, которые здесь ходили и все записывали скрупулезно. are like those people that walk around and criticize everything in your congregation. Это похоже на тип людей, которые в вашем собрании постоянно все критикуют. They're always looking for problems. Эти люди, они всегда ищут проблемы. Every time they hear, "Ow!" И каждый раз, когда они слышат «Ой!», they run to the pastor. они тут же к пастору Did you бегут. hear what that? Ты слышал, что там сказал? Okay? They're very good students, Хорошие студенты, but they do absolutely nothing. но они ничего вообще не делают. They're not leading anybody. Никого не ведут, They're not helping anybody. никому не помогают, не служат, They're criticizing. только критикуют. I'm sorry. Извините, ребята. Okay? That's the first group. Это первая группа. Now, the second group is kind of interesting Вторая группа вообще, она интересная. because we had the group that was blindfolded the first time, Поэтому вначале она была слепая, можно так сказать. but they were just the first time. That's the Но first это group that were было blindfolded. сперва только, вы поняли, да? Okay? Это было в начале. They weren't leading, Но они не вели. but they had to follow. Они должны были следовать. All right, but without knowing where they were going, Но следуя, они не знали, за кем они следуют, куда они идут. and nobody ever led them before. И до этого момента их никто не вел. All right. Хорошо. And that group of people, who were the first time blindfolded people? Поэтому это кто из вас был первый раз слепыми сначала? Да? Okay, 1, 2, and 3. 3. Okay. Ага. Those are like people who come to the church for the first time. Эти люди похожи на людей, которые в первый раз приходят в церковь. They feel blind. Они ощущают себя слепыми. And the leader says, "Come on." И лидер говорит, пошли. And you're like, И ты так. you don't want to do that. Ты не хочешь этого? All right? They're afraid. Они боятся. They don't know how good of a leader you are. Они не знают, насколько ты хорош, как Nobody лидер. ever led them before. Никто их до этого не вел. And so they're listening very carefully. Поэтому эти люди очень внимательно слушают. Is this person going to hurt me? Может, этот человек причинит мне боль. Is this going to be a good leader? Возможно, будет хорошим Is лидером. it going to be a bad leader? А может и плохим. All right, so these people Вы поняли, that да? come to your church the first time or То есть to your home group the first time, Этот человек приходит к вам в церковь, а может в домашнюю группу в первый раз. they feel blind, Они ощущают себя слепыми. okay? And they have to believe in you as a leader, И они должны поверить в тебя как в лидера. all right? And so how can they believe in you as a leader? А как они поверят в тебя как в лидера? How can they do that? Как? They need help, Им нужна помощь. all right? And you listened to the different comments, Поэтому вы сейчас слышали различные комментарии. and some of the comments were, come on, this way, you can make it, you'll be all right, come Вы on. помните, да, там комментарии были, ну вот давай, вот сюда надо идти, вот иди Always за мной. talking, always Они talking. постоянно разговор идет, да? All right, and so you have to be in constant contact with these new believers, Вы должны быть в постоянном контакте с новым верующим. especially in the early times. Особенно на ранней стадии. Because if you fail them, they will not want to come back to this church. Потому что если вы одержите неудачу, то они не придут больше в эту церковь. They said, he hurt me.
скажут, ну он причинил мне I боль. can't trust him. Я не могу доверять ему. I don't want to come back here. Я не хочу возвращаться сюда. So when somebody new comes to your church Поэтому если новичок приходит в церковь or to your home group, или в домашнюю all группу, right, you have to be in contact, communication with them all the time. вы должны быть в постоянном коммуникации друг с другом. Всегда. Okay? So that's the second group. Это вторая группа. Okay. The third group, Третья группа they were leaders, – это лидеры. but some of them were not ever followers first. Но некоторые из них сначала не были последователями. And leaders who are not willing to be followers first make very poor leaders. И лидеры, которые вначале не готовы стать последователями, обычно терпят неудачу. Because they haven't learned to follow. Потому что сначала человек должен быть готов следовать. They don't remember what it was like to be blind. They do not remember Они what it не was like to be помнят, blind. как это быть незрячим. And so they just walk ahead. Come on. Они просто идут и говорят, ой, пошли, пошли. Because they forgot Они забывают, они забыли, that these people are afraid. что людям-то страшно. They forgot about that. Они забывают об этом. And they just walked on. Просто вперед. Because they had never learned to be followers first. Потому что вначале не научились быть последователями. Okay? But that group later had the blindfolds on. Но вы обратили внимание, что впоследствии им тоже завязали глаза. And the people that led them, И потом, когда люди их стали вести, those people had already learned to be followers. эти, Like the little boy. как вот маленький мальчик, они уже знали, что такое быть последователем. Because he was blindfolded. Потому что он был слеп, да. And he remembered. И он вспомнил. And so he spoke to the person and said, duck, duck. И он говорил с человеком, говорил, так, да. Okay? And so he remembered what it was like to be blind. Он помнит, что означает быть слепым. And so he was able to be a better leader. То есть он станет лучшим лидером. Because he remembered what it was like to be a follower. Потому что он помнит, что означает быть последователем. All right? So really that's the third group of people. На самом деле, вот это третья группа людей. People that have been both followers Это first люди сначала, которые были последователями, and leaders. они становятся хорошими лидерами. Okay? Hallelujah. Then we have our И pastor. у нас был кто? Pastor. Пастор, да. He is concerned. Did you see how good he was? Вы обратили внимание, как хорошо он справился? He brought all of the new believers into a small group where he could orient them. Он сразу новых верующих раз так к себе, чтобы их сориентировать. Brother. Да? So he knew what he was doing. Он знал, что он делает. No, he was ahead of me a few steps. Он даже вперед меня на несколько шагов просчитал. All right. But he was helping the whole church Он помогал всей церкви to know the vision of where they were going. понять видение, куда им идти, стремиться. All right? So he was giving the church the vision. То есть он дает церкви видение. And he had to keep looking back И он должен постоянно мониторить, так назад обращать and make sure that they were following. И, в общем, так проверять, следуют ли они за ним. And he had to make sure that he was not leading them in a direction that would cause them harm. И на всякий случай проверять, не уведет ли он их туда, где они повредят себе что-нибудь. All right? Now, I want to give each of the individuals that are up here an opportunity to share, other than the people that already the people with the paper can sit down. Люди с бумагами могут сесть уже сейчас. All right? But I want to hear from each one of you. Я хочу, чтобы вы поделились каждый. If you learned something on a spiritual level. Если что-то духовное вы подчеркнули из этого опыта. All right, let's start with my dear brother here. Давай вот с моего дорогого брата начнем здесь. Так, но я понял, что человек, который не видит, ему надо постоянно быть с ним в контакте. Значит, я поэтому взял его в руку, и даже не только в руку, но близко к себе держал, чтобы он никуда не столкнулся и не упал. Аминь.
Аминь. Okay. Ну, когда мне повязали глаза, уже я сначала была зрячей, потом мне повязали глаза. И когда начали вести, то есть было такое, что вот когда она мне вела за одну руку, мне было очень уютно. И когда она, я говорю, и начала спотыкаться. Вот, и она взяла меня за две руки, и тогда мне уверенность сразу пришла. Так было. Я когда увидел, что человек не может видеть, соответственно, я захотел проявить заботу, взял его руку, чтобы он почувствовал себя в безопасности. Соответственно, когда поступила команда от нашего директора следовать за ним, я взял человека невидящего, защитил его сзади и направлял его дальнейшее движение для того, чтобы она чувствовала себя опять-таки в безопасности и знала, что впереди все нормально, а сзади есть поддержка. Когда мы дошли до чекпоинта, до конечной точки, и сам стал в состоянии слепого человека, я понял, как она себя в это время ощущала, в этот момент. И я чувствовал в ней рапорт, доверие, то, что я буду идти, если я ее направлял, и она ни с чем не столкнулась, то она будет направлять меня точно так же, и я не боялся того, куда я иду, хотя я и не вижу. Ну, когда завязали глаза мне, я боялась во что-то воткнуться, если честно. Особенно, когда выходили из зала, там разница плитка и бетон, и я думала, что я споткнусь просто. Ну и в принципе... Чуть было не лишил благословения треть церкви. Сразу же взвалил на себя работу. И когда делегировал ответственность, мне самому стало легче идти, свободнее, легче видеть конечную цель, куда идти. Вот, и не сильно устал в дороге, поэтому. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Садитесь, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Аплодисменты, да? Аллилуйя. Аминь. Now, wasn't that an interesting exercise? Как вам, интересно было посмотреть? So you received a revelation. Вы получили откровение. You taught that part of the class. Вы научили нас эту часть этого класса. Okay? And this is so important. I especially appreciate your comments, Pastor Igor. Пастор Игорь, спасибо за твои комментарии особенно. Okay? Because it's so important that we delegate authority to others. Потому что это настолько важно, чтобы мы научились делегировать ответственность и власть другим Okay? людям. Let me tell you the story of a young lady, a young Muslim woman by the name of Kamshat. Kamshat. Я вам расскажу историю реальной жизни одной мусульманской женщины Камшат. We were ministering in Almaty, Kazakhstan. Я служил в городе Алматы, Казахстан. Okay, and I was the youth pastor. Я был молодежным пастором. And my youth group was about 500 people. В моей молодежной группе было 500 человек. All right, and I was responsible for bringing discipleship principles into that church. И моя ответственность заключалась в том, чтобы научить ученическому принципу церкви. All right, so I took 10 men and I began to spend most of my time with them. Я взял 10 молодых парней и стал проводить все свое время с ними. And my wife took 9 women and spent most of her time with those 9 А women. моя жена взяла 9 женщин и стала проводить время с ними. One of those women was named Kamshat. И одна из этих женщин, ее звали Камшат. She was born a Muslim and then she accepted Jesus Christ. Она родилась в мусульманской семье и приняла Иисуса Христа. When she accepted Jesus, they kicked her out of the house.
Когда она приняла Иисуса, ее выпинули из дома. And she had to live on the street. Ей пришлось жить на улице. But she found a job teaching in school. Все равно нашла работу, и она учила, там репетиторствовала For что-то. several years she taught in a school. Несколько лет она учила в She школе. had different students У нее были разные студенты, that she remembered very well. которых она хорошо помнит. And then she got another job in a restaurant, like a hostess in a restaurant. И у нее еще одна была работа, ну как принимающие гостей, да, не официант, а вот тот, кто принимает гостей. All right. But she never made very much money, so the only money she had was enough to afford a small apartment, like a one-bedroom apartment. Но много денег она не могла заработать, ей хватало так вот на жизнь, на базовые вещи, чтобы небольшую снимать квартиру. And the apartment was not in a good region of town. И эта квартира находилась в бедном районе города. Okay, there were many prostitutes. Там было много проституток, And many narcomans. много наркоманс. Okay, sorry, drug addicts. All right, and those were the people that lived in her neighborhood. И вот такой народ там ее окружал в And some этом of районе. these girls, И некоторые из этих девочек, they knew her because she had been their teacher. они знали ее, потому что она была их учительницей. All right, and they would come to her. Они подходили к ней And they would ask her for help and for advice. и спрашивали у нее советы и помощь. And those of you that have worked with drug addicts, you know that that work can be very hard. И те из вас, кто имел дело с наркоманами, вы понимаете, что это трудно. It was very difficult Это for her. очень было трудно для It нее. started, she just had about 5 people that came to her apartment. То есть все началось с 5 женщин, которые приходили к ней в квартиру. Okay? But after a while, after about 6 months, И через время шло, где-то через 6 месяцев, 30 people were coming to her apartment. уже 30 человек приходило в ее квартиру. And she was busy all the time. И она постоянно была занята. And she came crying to our house. And she said, help me, help me, help me. И она однажды пришла и плакала вот ко мне домой, и говорит: помоги, помоги, помоги. This is 30 people, it's too many people. Уже 30 человек, это чересчур много. I said, Kamshat, are there 3 people in this group that you feel have the potential for leadership? И тогда я ей сказал: Камшат, как тебе кажется, есть там 3 человека, у которых есть потенциал лидеров? Just 3. Только 3. And these are 3 people who would listen to you. Выбери 3 человек, которые слушают тебя. 3 people who would come to you and say, could you help me with something? 3 человека, которые подходят к тебе и задают такой же вопрос: можно ли тебе помочь? 3 people that would honor you as their leader. 3 человека, которые почитают тебя как лидера. Only 3. Только 3. She said, yes, Она говорит: да, I think I have 3. я думаю, есть такие 3. I said, I want you to spend most of your time with those 3 girls. Тогда я ей говорю: я хочу, чтобы ты большинство своего времени проводила с этими девушками. All right? Хорошо. The other 27 are important. They really are. Другие 27, они тоже очень важны, на самом деле. But they're so important that the only way that you're going to help them is if you get more help yourself. They're so important that the only way you're going to help them Они настолько важны, что единственный способ, как ты им сможешь помочь, это помоги сама себе в данный момент. Okay? And so she came back after a few weeks and she said, oh, it's so much easier. И через несколько недель она опять подошла ко мне и говорит: о, насколько легче стало. She said, I have my home group, 30 people. У меня домашняя группа, там 30 человек. And these 3 girls, they help me with everybody. А вот эти 3 девушки вообще везде помогают во всем. I said, that's wonderful. Я говорю: прекрасно. And the home group is growing, she said. И она говорит: да и рост идет домашний. I said, well, what are you going to do? Я говорю: а что ты будешь делать? Well, I'm going to tell each of those 3 girls to find 3 people that they can trust. Я точно так же скажу этим 3 девчонкам, чтобы они нашли свои 3 девушки, которым она могла бы доверять. And I'm going to ask them to do the same thing. И скажу им делать то же самое, что ты сказал мне. I'm going to ask them to help me. Я их попрошу мне помочь.
All right? And that's what they did. И они так и сделали. Kamshat had her 3. У Камшат было ее тройка, And each of those 3 girls had 3. и у этих 3 девушек и уже их тройки были. Okay, the next time I heard, Следующее, что я слышу, because I went back to America, the next time I heard, там так получилось, что я поехал в Америку, и потом я уже получаю she had информацию, 5 cell groups. что у нее уже 5 домашних групп. There were 60 people in her cell groups. 60 человек в ее домашних группах. Okay, and that was in a little over a year. И это всего лишь за год. Okay, she had 60 people. 60 человек за год. And so I asked, well, what did she do? Я спросил, а как ты этого достигла? And she said, well, with the new people, I brought them in. We went. They did course alpha course. Они занимались альфа-курсом, там, и, то есть вот новые люди, она их приводит. And we began to follow the same pattern. И мы вот по этому образцу так и стали работать. The next time I heard, Следующее, что я услышал, she had 17 home groups. 17. 17 домашних групп уже у нее. The next time. That was after another year. Это еще год прошел. In the third year, На третий third, год, fourth year, ну там третий, четвертый год, I asked again the pastor, the главный pastor, the head pastor of the church. я старшего пастора опять спрашиваю, I said, how's Kamshat doing? как у Камшат дела? And he said, you wouldn't believe how she's doing. Говорит, даже не поверишь, как у нее дела. She has 70 home У groups. нее 70 домашних групп. Hallelujah. Аллилуйя. And I was shocked. И я был в шоке. It was amazing. Это было просто потрясающе. You know, honestly, I didn't know what I was saying to her. На самом деле, я даже не предположить не мог, что я ей говорил. But then I remembered that Jesus had three men. Но потом я вспомнил, что у Иисуса была тройка. Okay? Да. That was John Это был Иоанн, Петр, and Jacob. Яков. Right. Правильно. Thank you. Спасибо. So he had 3 men. У него было 3. I said, that is interesting. I like that. Это интересно, мне это уже нравится. Well, 2 more years passed. Еще 2 года прошло, You know, 5th or 6th year. то есть на 5-й, 6-й год. I asked Pastor Kim again, Pastor Kim. Я пастора Кима опять спрашиваю, I said, how is Kamshat doing? как у Камшат дела? He said she has 144 home groups. У нее 144 домашних групп. There are 1,728 people 1728 человек in her group. в ее домашних группах. And sometimes on Sunday, I give the microphone to her and I ask her to preach. И порой по воскресеньям даю ей микрофон, и она уже проповедует. All right? And all of that just being a faithful leader. И все это просто из-за того, что она верный лидер. Okay? Now the Хорошо. point here isn't that you should aspire or that your ambition should be to stand up here and preach in front of the pulpit. Самое главное, пойми, что твое вдохновение не должно быть встать сюда за кафедру и проповедовать. That's not the most important thing. Это не самое главное в жизни. The most important thing is that those 1,728 people were receiving the ministry that they needed. Самое важное здесь, что 1728 человек получили то служение, в котором они нуждались. And all of that because of what Pastor Igor said. И все это из-за того, что сказал здесь пастор Игорь. After I delegated responsibility, it was easier for me. После того, как он сказал, как я делегировал свою ответственность, для меня это стало легче. That's what the pastor must do if he wants his church to grow. Это то, что должен сделать пастор, если он хочет иметь рост в своей церкви. He has to delegate responsibility. Он должен делегировать ответственность. Do the people that he gives responsibility to have to be perfect? Что те люди, которым он делегирует эту ответственность, обязательно должны быть совершенством? No. Нет. If they're perfect, they don't need a pastor. Если это совершенный человек, он не должен быть пастором. All right? They don't need a pastor. Не, он не будет никогда. All right? Хорошо. But Но. if they are needing somebody, Но если человек нуждается в ком-то, that's normal. это нормально.
That's okay. Это окей. That's what you're there for, to help lead them. Вот ты для этого и здесь, для того, чтобы помочь их вести. And you are helping them to be successful. И помочь людям стать успешными. Okay? Your success is not measured Твой успех не измеряется by how famous you are, тем, насколько ты популярный, известный, or how much money you have. или сколько ты зарабатываешь денег. Your success is measured by how successful the people you are helping, how successful you have helped them to become. Твой успех реальный измеряется тем, насколько ты помог людям стать успешными, насколько они стали успешными. I mean, focus your attention on helping them to be all that God created them to be. Сфокусируйся на том, чтобы каждый человек в твоей команде стал тем, кем Бог хочет, чтобы он стал. All right? And let me tell you this. И я вам скажу, We do not need a church full of little Alexei Berezins. и нам не нужна здесь полная церковь маленьких Алексеев Березиных. He would be closing the windows all the time during praise and worship. Everybody would be closing the windows. Вот Алексей тут заметил, он закрывает двери во время хвалы и поклонения, и все должны Turn off the ходить и lights, pick закрывать. up the paper. Выключать свет, там, и подбирать бумагу. Я знаю этот человек. Я знаю. Очень внимательный. Смотри внимательно. Hallelujah. They don't all have to be little Alexei Berezins. Не нужны здесь маленькие Алексей Березин. Okay? I'm glad that I don't have 5 noses on this hand. Слава Богу, что вот здесь вот на этих пальцах нету по 5 носов. Isn't that what the scripture says? Там же написано в Писании, да? It's our differences that make us useful to one another. Как раз то, что мы разные, и делает нас полезными друг для друга. I mean, it's not that we're exactly alike that makes us so unified. That's not a picture of unity. Нет, не то, что мы абсолютно одинаковые. Нет, здесь говорится о другом представлении о единстве. Okay? Unity is not having 100 Alexei Berezins. Единство, да, и это не означает, что здесь 100 Алексеев Березиных сидит. Unity is that you have 100 individuals who feel free to act together with the head. Единство настоящее – это когда здесь сидит 100 индивидуальностей, которые чувствуют, что они едины с главой. And the head doesn't say, "Oh, I don't need you, I will chop you off." И голова при этом не говорит: ты мне не нужен, я отрезаю тебя. Nobody does that to their own body. Нет, никто из нас не делает это с собственным телом. All right? Окей, хорошо. Unity Единство is when there is diversity in harmony. – это когда есть разница в гармонии. That's unity. Вот это единство. That is a beautiful picture. Это прекрасная картина. That's what we see in nature. Это то, что мы видим в природе. That is normal. Это нормально. That is good. Это хорошо. So your role as a leader is to help everybody to be the best that God created them to be. Поэтому твоя главная задача и роль лидера в том, чтобы помочь человеку состояться самым лучшим образом тем, кем Бог хочет, чтобы он стал. But you know what that means? Знаете, что это означает? Remember our little leadership. Помните, там, вспоминаете эти группы наши? That means you have to take him by the arm. И это означает, что ты должен его взять за руку. You need to spend time with him. Нужно провести время с You need to человеком. talk with them. Нужно говорить. All right? If you think that you're going to be a good leader without spending time with your people, then you are mistaken. Если ты думаешь, что ты состоишься как хороший лидер и при этом не будешь проводить времени со своими людьми, ты сильно ошибаешься. All right? You have to give them your time. Ты должен дать качественное время своим людям. Let me give you another example. Еще дам пример. All right? Хорошо? I had one particular brother that I was mentoring. И был такой брат, которого, я был у него наставником.
And I love this brother, I really do. Я этого брата на самом деле очень люблю. Unfortunately, I think it was about 10 years ago now, he was in a tragic auto accident and he was killed in a tragic auto accident. К сожалению, к моему большому, он попал в серьезную автомобильную аварию, и он погиб в этой аварии. But I do not think that he would mind my telling his story. Но я сейчас думаю, я вправе, я думаю, он не был бы против, если я расскажу эту историю. All right? So, Vadim его was звали. one of my 10 men. Был один из моей десятки. And I wanted my 10 men, I wanted to know them. И я хотел узнать их поближе. And so I said to my 10 men, listen, men. И я тогда говорил своей команде: смотрите, ребята. You can come into my office anytime. Вы можете в мой офис заходить, когда вам хочется. The door is open. Двери открыты. For you 10 men only. Вы, только 10 из вас можете всегда. Okay, I cannot have 100 people at my house all the time. Я не могу 100 человек принять у себя дома. Okay, but my house is open for you. Но мой дом, двери всегда открыты для And вас. my office door is open for you. И дверь моего офиса для вас всегда открыта. You can call me anytime, day or night. Ты можешь в любое время дня и ночи позвонить. All right, and I will do everything I can to help you. И я все от меня зависящее сделаю, чтобы помочь вам. All right, but I want one more thing from you. Но я кое-что хочу от вас. I want you to come to my office one time a week. Я хочу, чтобы раз в неделю вы приходили ко мне в офис. And they all looked at each other. Они так посмотрели друг на друга. Anytime somebody gets called into the pastor's office, it's usually bad news. Вы знаете, когда пастор зовет в офис, обычно это, знаешь, как на ковер зовут, да? But I said, no. Но я говорю, не. I want you to come to my office. Нет, я другое имею в виду, приходите ко мне в офис. All right, and so the first time Vadim came into my office, И you know, вот первый раз Вадим заходит ко мне в офис, знаешь. come in. Заходи. And there's a table with cookies and Pringles and chai. Там стол накрыт, чай, там чипсы Принглс и печеньки. I said, sit down. Садись. And so he sat down, Садится Вадим. didn't say anything. То же самое I делал. said, Vadim, tell me about yourself. Расскажи мне о себе, Вадим. Ну, Was very shy. он такой застенчивый. Yeah, you know. Но как-то. I like music. Ну, мне нравится музыка. I was in the army. Я служил в армии. Someday I want to get married. Когда-нибудь, может, женюсь. Right? And that was our conversation. Ну, вот, разговорились так. You know, very surface level. Знаете, на поверхностном уровне. All right? So we had tea and То есть пьем чай, I encouraged him. я его I воодушевляю, prayed for him. молюсь за него. And after an hour Где-то час or прошел, hour and a half, he left. может, полтора, и он уходит. Okay, praise God. I said, don't forget, next week, Я ему говорю, не забудь, на следующей неделе I want you to come back. еще раз приходи. And so he came back the next week. На следующей неделе он приходит. I said, how are you doing? Говорю, как жизнь? Oh, well, I'm having my troubles. Ну, проблема у меня. But I found a girl that I think I like. Но мне кажется, я уже нашел девушку, она мне понравилась. But sometimes I don't feel so spiritual. Но иногда я не особенно духовно себя чувствую. You know, and would you be praying for me this week? Я хочу тебя попросить помолиться на этой неделе за меня. And so the conversation was just a little bit deeper. Тут уже мы поглубже в разговоре пошли. Just a little bit. Немножко просто. The third week I invited him to my office again. Come on back. На третью неделю я снова его приглашаю. And he comes to my office. Он опять уже погромче, там тук-тук-тук. Yeah, come in. Да, заходи. He said, Pastor, Пастор говорит, can I close the door? а ничего, если я дверь закрою? Okay, Да, давай, let's close the door. давай закроем. He said, Michael, I have a problem. Майкл, у меня проблема. What's your problem, Vadim? В чем проблема, Вадим? He said, I have a problem with anger. Ну, с гневом у меня проблема. Now, this is a man who was on the praise and worship team. Мы говорим про парня, который участвует в прославлении. He oftentimes led praise and worship. Часто вел прославление. But nobody knew the problems that he was having. Но никто даже предположить не мог
через какие проблемы он проходит. The church was so big that nobody had time to listen to him. То есть церковь уже настолько большая была, что никому дела не было, чтобы послушать. He was a good musician. Он хороший музыкант. Okay, Хорошо. you're it. О, классно. То есть, But nobody cared about his spiritual condition. но никому дела не было до его духовного состояния. And so I said, what's the matter, Vadim? Я говорю, ну, что случилось, Вадим? I have a problem with anger. Ну, у меня проблемы с гневом. Well, what kind of a problem? Ну, а что за проблема? How does this problem manifest? What happens when you get angry? Как это все проявляется, что происходит с тобой? He said, when I get angry, really angry, Он говорит, ну я вот бывает злюсь и очень сильно злюсь. I put on my camouflage uniform, Я иногда надеваю камуфляжную униформу, the uniform I had from the army, которая у меня висит с and I go out onto the street, Выхожу на улицу and I look for a man и нахожу какого-нибудь мужичка, who is piyani, is drunk, какого-нибудь пьяного там, or who is a drug addict, или наркомана, and I beat them up. и избиваю этого человека. I said, well, did you kill them? И спрашиваю, ну ты убил что ли кого? He said, no. Нет пока. I just don't want them to stand up anymore. Просто он больше не встанет уже. I said, Vadim, Я говорю, Вадим, tell me about your father. расскажи мне про своего отца. He said, my father was a drunk. Он говорит, у меня папа пьяница. He used to beat my mother. Он обычно избивал мою мать. He used to beat us. Он избивал обычно нас. He was a liar. Он лжец. I loved my father, Я любил своего отца. but he was not very nice. Но не особенно он как бы приятный был. He worked as a plumber, santechnic, Он был сантехником. and he worked with the tubes. Он работал с трубами. And he would cut off the tubes and collect them, and he kept promising me that he would bring those tubes home to me. В своей работе у него остатки этих труб оставались, и он все детство обещал мне эти трубы. He would promise, I'm bringing them home, son, I'm bringing them home. Однажды я тебе принесу I'm gonna bring this как-нибудь, да, gift. я как подарок тебе принесу эти трубы. One day, his mother comes to his room Однажды мать заходит к Вадиму в комнату, and said, Vadim, говорит, Вадим, put all of your stuff in this bag. все складывай в чемодан. Why? Зачем? We're going to take a trip. Мы уезжаем. And so Vadim packed all of his stuff in the bag. Все свои вещи упаковал в чемодан Вадим. And his mother put him on the train, and she got on the train with him. И мать вместе с Вадимом сели на поезд. And Vadim said, what are we doing? И Вадим тогда спрашивает, мама, а куда мы едем? We're going to live somewhere else. Ну, мы куда-то переезжаем. And as the train began to pull away from the station, И вот в тот момент, когда поезд на станции стал уже отъезжать, the father comes to the train station. на перроне появляется отец. Somebody had called him, Кто-то ему позвонил. and he came to the train station. То есть он появляется на вокзале, And the train is moving away. и уже поезд отъезжает, And the father has a bag full of these tubes. а отец появился с кучей труб. And he's looking through the windows. И он смотрит через все And эти he окна, finally finds Vadim. и вдруг он находит Вадима. He said, my son, Он говорит, Vadim. сынок, Look, Вадим, look, I have смотри, a bag. вот у Look меня, what I have, I promised смотри, you. Here смотри, it что я is. тебе принес, здесь вот эти подарки. And the train pulled away. А поезд уехал. And he never saw his father again. И больше он никогда не видел своего отца. I said, Vadim, Я говорю, Вадим, do you believe that your father loved you? ты веришь в то, что твой отец любил тебя? He said, I don't know. Он говорит, я не знаю. I said, I believe he did. Я ему говорю, я верю в то, что он любил тебя. I just don't think he knew how to tell you. Знаешь, я думаю, что он просто не знал, как выразить эту любовь к тебе. But if he did know how to tell you, Но если бы он знал, как выразить эту любовь к тебе, this is what he would want to say to you. вот что он бы сказал тебе. Son, Сынок, and I said this looking into his eyes and holding him. и я это говорю и смотрю при этом в его глаза и держу его в своих руках. I love you. Я люблю тебя.
And I am so sorry И я так виноват for all the things that I did to hurt you. за ту боль, которую я причинил тебе. I'm sorry I beat your mother. I'm sorry. Прости меня за то, что я бил твою мать. Прости меня I'm sorry that I beat you. за то, что я бил тебя. I'm sorry that I did not keep my promise. Прости за то, что я не сдерживал обещаний. But I believe in you, son. Но я верю в тебя, сынок. I believe you have a good life ahead of you. Я верю в то, что тебя ожидает хорошая I жизнь. believe that you're very intelligent. Я верю в то, что ты очень умен, You're very gifted. что ты талантлив. And I love you. И я люблю тебя. And I want you to know that I love you. И я хочу, чтобы ты знал, как я люблю тебя. And then I just wrapped my arms around Vadim. И я просто обнимаю Вадима. And I hugged him. Я сильно прижимаю его к себе. And he began to weep И он начинает плакать, like a baby. как ребенок. This man who beats up people when he gets angry Этот парень, который выходит на улицу, избивает людей, когда злится. is crying on my shoulders. Он просто как ребенок плачет у меня на плече. I was the first person in his life who ever took time to listen to his stories. Я был первым человеком в его жизни, который просто немножко времени потратил, чтобы выслушать его историю. We separated, and I said, Vadim, Мы закончили беседу, я сказал: Вадим, I'm going to pray for you. я буду молиться за тебя. And I began to pray. Я начал молиться, I began to prophesy. начал пророчествовать. I began to pray all the good things that I could see could possibly come to pass in his life. Я начал провозглашать и молиться за все хорошие вещи, которые я мог увидеть в That he would be a его жизни. wonderful worship leader. Чтобы он стал великим лидером That he would прославления. even one day become the pastor of a church. Чтобы однажды он, скорее всего, станет пастором That he would be a церкви. wonderful husband Чтобы он стал прекрасным мужем. and a wonderful father. Чтобы он стал прекрасным отцом. And that he would have an excellent relationship with God. Чтобы у него были отличные взаимоотношения с Богом. And his face began to change. И его лицо стало меняться. And he began to smile. Начал улыбаться. And he began to feel the peace of God. Начал ощущать Божий мир. At the end of our conversation, В конце беседы we didn't have to say anything. нам не нужно было ничего говорить. I just hugged him. Просто обнимали друг друга. I said, hey brother, Я сказал: брат, let's talk again next week. давай на следующей неделе еще Окей? поговорим. Да? Okay, pastor. Хорошо, пастор. On Sunday, В воскресенье people came up to me. People came up to me. просто люди подошли ко мне. And they said to me, Michael, Говорят: Майкл, what happened to Vadim? а что случилось с Вадимом? I said, I don't know. Я говорю: я не знаю. What do you think happened? А вам как кажется, что с ним? I said, well, Ну, he's happy. он счастливый как бы. He's telling jokes. Он анекдоты рассказывает. He is a completely different person. Он абсолютно другой человек. I was thinking they were going to tell me somebody had beat him up. Я думал, мне скажут: ну, кто-то его побил. But no. Нет, They said he is completely different. он абсолютно другой. He is another man. Он другой человек. He went on to be a praise and worship leader. Он продолжал быть лидером прославления. And after 2 years, he was asked to be a pastor in another church, in another И city. через 2 года его попросили быть пастором в другой церкви. And he married the woman that he thought he wanted to marry. И он женился на девушке, на которой хотел. My wife gave him her guitar, her favorite guitar. И моя жена отдала ему свою самую любимую гитару. A guitar that had never had a worldly song played on it. Гитару, такую святую гитару, на которой никогда мирские песни не пели. Okay? For 20 years she had that guitar. 20 лет у нее эта гитара. And not one not one worldly song was played on it. То есть ни разу на этой гитаре не играли мирские песни. Vadim took that guitar to his father-in-law's house, who was a Muslim. Эту гитару Вадим забрал и
father-in-law, К своему тестю, короче, отнес, и он был мусульманин. right? And his father-in-law didn't like Christians. И тесть не любил христиан. But Vadim began to play the guitar, Но Вадим начал играть на гитаре. and he began to weep. И тот начал плакать. The Muslim man began to weep. Мусульманин начал рыдать. All right? So the anointing of God was on this man. Помазание Божье было на этом человеке. He went off to be a pastor, Он стал пастором. and he was a very good brother till the day he died. Он был прекрасный брат. Вот, умер, к сожалению. So what am I saying? А о чем я говорю? Each one of the people that you have near you, Каждый человек, с которым вы общаетесь, you do not know how big the treasure is that is inside their heart. вы понятия не имеете, насколько велико то сокровище, которое внутри этого сердца. And you need to take the time to get to know them. И вам необходимо уделять время, чтобы познакомиться ближе с ним. Аминь. Аминь. Hallelujah.